Всем привет, вы на канале SuperKit. USB это уже давно порт, который дает напряжение не только 5 вольт. Повышение напряжения вызвано увеличением мощности USB порта. Главная причина, которая это требует, конечно же, быстрая зарядка смартфонов, планшетов и пауэрбанков, так как ждать по несколько часов не всегда реально, а упор на увеличение тока при сохранении напряжения уже был достигнут. Да и эволюция устройств и увеличение их в размерах повлияла и на увеличение емкости аккумуляторов. Так, максимальное напряжение USB-порта на данный момент значится как 48 вольт. Я лично видел устройство с напряжением USB-порта 28 вольт, а максимальное напряжение USB у зарядных устройств, которое есть у меня в использовании, 20 вольт. Источник тока и потребитель, согласно разным протоколам заряда, договариваются между собой, какое будет напряжение заряда. Еще когда максимальное напряжение заряда было 5 вольт, первым протоколом более быстрой зарядки было увеличение тока со стандартного значения пол-ампера до 1,5-2 ампер. Конечно же, если USB-порт мог выдать более высокий ток. Достигалось банальным замыканием второго и третьего контакта в USB-порте. Именно этим я занимался в одном из первых своих видео, показывая, как сделать кабель для быстрого заряда тех лет. Однако распознавание возможности повысить напряжение есть не только у уже готовых устройств. Также китайцы стали делать штекера, в которых есть плата с микросхемой, которая может запросить источник тока о конкретном напряжении. Это позволяет легко добиться от пауэрбанка необходимого напряжения для гарантированного получения конкретного напряжения под устройство, которое нужно подключить. И вот как оказывается, таких устройств, которые можно запитать от пауэрбанка, не так уж и мало. Например, затребовав у источника тока 12 вольт, можно в пауэрбанк подключить даже инвертор 12230 вольт. Да, это даст небольшую мощность на выходе, но главное это сам факт данной возможности. А поскольку тех же пауэрбанков, которые могут дать хотя бы 12 вольт более чем достаточно, так как это ценовой сегмент чуть выше по цене, чем самый дешевый пауэрбанк, то, как говорится, был бы пауэрбанк, а устройство, которое будем подключать, найдется. Первое, с чего я бы начал в перечне устройств, которые можно подключить напрямую к пауэрбанку, это самое простое, а самое простое это свет. Можно, конечно, вспомнить про USB-фонарики, но их свет это разве что подсветка для попадания ключом в замок или ступенек, чтобы не споткнуться. Для декора у меня даже гирлянда работает от USB, причем лишь 5 вольт. Но для освещения рабочего места или комнаты нужны лампы, эквивалентные по мощности тем, которые подключаются к электросети. И вот, когда я искал такие лампы, а именно на 12 вольт, то я даже не знал, что они мало того, что выпускаются в стандартном форм-факторе, так еще и с цоколем E27. Мне помнилось из детства, когда делали освещение в погребе гаража, что это какая-то конструкция, например, из автомобильных лампочек, к которым необходимо было припаивать провода, так как отдельный разъем под те лампы еще и не купить. Но все оказалось намного проще, ведь их производят достаточно много моделей и разными компаниями, в том числе и очень известными. Решил приобрести такие лампы от Maxus и Osram. В обеих лампах рабочее напряжение от 12 до 36 вольт. Обе лампы рассчитаны как на переменный, так и на постоянный ток. Лампа Maxus 10 Вт, и производитель говорит, что это эквивалентно 110 Ваттам лампы накаливания, а лампа Osram потребляет 6,5 Вт, что эквивалентно 45 Ваттам лампы с вольфрамовой нитью накала. Под возможность такого использования я переделаю стандартную настольную лампу. Оставляю небольшой отрезок провода, чтобы и маневренность была, и чтобы потери на длине провода были минимальные. Далее припаял штекер Type-C, который имеет встроенную микросхему, имитирующую потребность в напряжении 12 вольт. То есть этот штекер сам ничего не будет преобразовывать, он лишь будет запрашивать от пауэрбанка именно такое напряжение. Для большинства пауэрбанков данное напряжение максимально, но об этом чуть позже. После замены обычной вилки под розетку на штекер Type-C я получил универсальную настольную лампу, которая может работать от чего угодно. Первостепенно это пауэрбанк. Но ведь и возможность работать от стандартной сети данная лампа не утратила, хотя теперь это и будет возможно только через адаптер, который поддерживает быструю зарядку, который в свою очередь может давать нужные 12 вольт. Отдельно скажу про лампы, точнее качество их света. Я почитал отзывы, лампа Osram дает лучший КПД при напряжении от 15 вольт и выше. При 12 вольтах она потребляет никакие не 6,5 Вт, а целых 14,5, что обесмысливает данную лампу для использования под напряжением 12 вольт.
так как светит далеко от своего максимального значения, потребляет в 2 с плюсом раза больше обещанного. Причем совершенно неясно почему, ведь она могла бы получить легко свою мощность, даже не особо напрягая пауэрбанк. Что касается лампы Maxus, она, конечно, светит явно ярче, потребляя при этом наоборот в 2,5 раза ниже заявленной мощности, и казалось бы все хорошо, но камера показывает помехи, которые свидетельствуют о том, как сильно эта лампа мерцает. Я вообще не могу понять, почему она мерцает в принципе. С лампами, которые работают от переменного тока, все понятно. Этому есть объяснение, вызванное экономией производителя. Но как светодиоды могут мерцать от чистого постоянного тока, неясно. Это не единственные низковольтные лампы E27, выбор достаточно велик, как и в моделях, так и в производителях. Просто я купил как бы бренды, и оба меня разочаровали. Но все же суть идеи по использованию лампы с нормальной яркостью это не меняет. Поэтому, если будете делать что-то подобное, можете попробовать лампы других производителей. Если ваш пауэрбанк может выдавать 20 вольт, то можно купить такой штекер Type-C со встроенным триггером на 20 вольт. В случае с лампой Osram это даже увеличит КПД лампы. По аналогичной схеме я прошелся и в теме вентиляторов. Все-таки летом бывает очень жарко. Автомобильный вентилятор с диаметром лопастей в 20 см существует в версиях от 12 и от 24 вольт. 24 вольта для моей идеи это слишком много, а вот 12 в самый раз. Причем ради интереса я подключил его в обычные 5 вольт безо всяких триггеров на более высокое напряжение, и он без проблем стартует, а самое главное, за счет достаточно большого размера вполне комфортно дует от 5 вольт, при этом заметно ниже производя шум, так как и мотор меньше гудит, и поток воздуха меньше. Все это причины более тихой работы такого вентилятора. Поэтому здесь обычный штекер USB, но для случая, когда будет требоваться, чтобы вентилятор все-таки дул сильнее, приобрел такой преобразователь с ручкой. Подключается он в 5 вольт, а выдает от 5 до 9 вольт, что позволяет заметно усилить и без того достаточную работу этого вентилятора. Приделанная ножка к автомобильному вентилятору делает его вполне стационарным. Если поискать, то можно найти и готовое решение, причем даже с переключением скоростей. И все это от обычного USB 5 вольт. То есть даже не нужно отдельно думать про повышение напряжения. Обо всем уже подумали за нас. Однако и это не все. И еще раз отдельно останавливаться на ноутбуке, который заряжается от 12 вольт, не буду, так как подробно это показал в отдельном видео. Но в компьютерной технике с рабочим напряжением 12 вольт есть не только ноутбуки, а и компьютеры. Сегодня есть множество неттопов, которые работают от 12 вольт. Нетрудно догадаться, что и такой компьютер можно подключить таким способом. Да, это не самый мощный комп, но посерфить по инету и посмотреть видео он позволяет. Монитор, который может работать от 12 вольт, также был ранее на обзоре. Многие ноутбуки или мини-компьютеры работают также от напряжения 19-20 вольт. Причем есть такие, которые уже имеют разъемы питания Type-C, то есть ничего не придется докупать. Достаточно просто подключить такой комп к зарядной станции, либо даже к пауэрбанку, который может выдать эти 20 вольт. Конечно, такие пауэрбанки стоят дороже, чем те, максимум которых 12 вольт. Но все равно это намного дешевле, чем зарядные станции. А кроме цены имеют большую мобильность в силу меньшего размера. Только если компьютер требует именно 12 вольт, то не торопитесь его подключать к разъемам с таким напряжением на зарядной станции, например, к разъему прикуривателя, потому что на самом деле этот разъем выдает 13,5 вольт, несмотря на то, что часто пишут именно 12 вольт. Может и будет все хорошо, но мне кажется, разница в 1,5 вольта для 12 это очень много. Сколько это все проработает? Это будет уже зависеть от емкости пауэрбанка. Как и в случае с зарядными станциями, здесь очень сильная зависимость от скорости заряда как самого пауэрбанка, так и того устройства, которое будет заряжаться от пауэрбанка. Пауэрбанк с более-менее приемлемой скоростью заряда, а это хотя бы 65 Вт, будет стоить в 2 раза дороже, чем тот, который сможет заряжаться лишь при 18 Вт. Мне кажется нелогичным покупать сейчас пауэрбанк, который имеет емкость 60 тысяч мАч, но заряжается при 18 Вт. Потому что это будет заряжаться очень долго. Наличие как входящей, так и исходящей мощности 65 Вт означает, что пауэрбанк способен выдать уже 20 вольт, кроме 5, 9 и 12.
А это уже в свою очередь серьезно расширяет перечень потенциальных к подключению электрических приборов. Однако есть сегодня пауэрбанки как с исходящей, так и входящей мощностью и 100 Вт, и даже больше. Более того, уже появляются такие пауэрбанки, в которых литий-феррум-фосфатные аккумуляторы. Для случая, когда пауэрбанк не может выдать более 5 вольт, а они нужны, можно использовать преобразователи. Они бывают разных видов, это и с регулятором с плавным повышением, это и уже готовые решения под роутер, под прикуриватель. Разобраться в этом нетрудно, нужно просто понять, что и к чему нужно подключить. Я уже показывал преобразователь из 12 вольт в 19, который позволяет подключить почти любой ноутбук от автомобильного аккумулятора. Но раз уже мы говорим про пауэрбанки или зарядные станции, которые уже готовы выдать подобное напряжение, то хочу рассказать свой случай покупки монитора. Когда я покупал 10 лет назад 27-дюймовый монитор, то долго думал над таким параметром, как блок питания, и не мог решиться, брать с внешним или со встроенным блоком питания. Меня посещала вполне логичная мысль, что если блок питания в силу каких-то причин выйдет из строя, то его можно будет заменить безо всяких ремонтов монитора. Недавно этот монитор попросился на пенсию, у него в правой части появилась вертикальная полоска шириной в 2 пикселя. По большому счету им можно пользоваться и дальше, но для основного компа я купил новый монитор. В этот раз, кстати, со встроенным блоком питания, так как внешний в прошлый раз так и не сгорел. Но сейчас в старом мониторе внешний блок питания можно рассматривать как плюс, так как этот монитор можно подключить к пауэрбанку или USB-порту зарядной станции. Для этого снова можно воспользоваться адаптером, вызывающим нужное напряжение из USB с одной стороны и наличием нужного штекера для подключения устройства с другой стороны. Такие адаптеры давно и массово продаются на Алиэкспрессе. Нужно лишь правильно выбрать напряжение для устройства и штекер, чтобы он подошел. Мой монитор работает от 19 вольт, но у меня зарядная станция может выдавать 20 вольт, поэтому монитор будет получать чуть больше. Я и так знал, что монитор потребляет около 15 Вт в зависимости от яркости экрана и громкости встроенных динамиков. Зарядная станция Ugreen показывает потребляемую мощность монитором 13 Вт и обещает работу 37 часов в таком режиме. Столь много монитор может проработать из-за неиспользования встроенного инвертора зарядной станции. В недавнем видео я уже поднимал данный вопрос, но сейчас на примере монитора это можно увидеть более отчетливо. Если же подключить монитор в 230 вольт через родной блок питания, то потребление практически такое же, но время работы лишь 14,5 часов, то есть в 2,5 раза меньше. Поэтому для тех, кто не обладает ресурсами, чтобы купить зарядную станцию в принципе, либо на очень большую емкость, чтобы пользоваться через инвертор, направление действия очевидно. Пробуйте адаптировать свои потребности на напряжение от 12 до 20 вольт. В таком случае можно будет пользоваться дольше, при меньшей емкости устройства, которое аккумулирует энергию. Таким образом, к компьютеру есть возможность подключить и монитор, пусть и не к простому USB 5 вольт, но все-таки USB. Как оказывается, техники, которая может работать на низком напряжении, более чем достаточно. Много из этой техники было придумано под разъем прикуривателя для автомобиля. Это пылесосы, кипятильники, насосы, вентиляторы и даже телевизоры. Часть такой техники была придумана исходя из норм безопасности по работе с низковольтными приборами, например, освещением в сырых помещениях, таких как подвалы и погребы. Некоторая техника – это уже результат прогресса, окружающий нас в наше время. Это все различные зарядные устройства для мобильных телефонов и планшетов, кемпинговый душ от Powerbank, компьютерная техника. Не стоит забывать про работу интернета. Для этого есть также специальные бесперебойники низкого напряжения, которые способны питать много часов роутер и модем, получающий интернет по оптике. При этом он один раз подключается в разрыв между блоком питания для заряда и роутером или модемом. Есть и более бюджетные решения. Это адаптеры-преобразователи, которые повышают напряжение с 5 вольт обычного USB до 9 или 12 вольт, что позволит подключить роутер в Powerbank. Теоретически, как и говорил уже, к Powerbank можно подключить и инвертор на 230 вольт, но он слишком мало мощности сможет выдать, а если учесть, что он еще часть энергии будет терять на свою работу, то и не стоит пытаться. В случае мобильного интернета есть роутеры со встроенным аккумулятором, а можно использовать достаточно дешевый Powerbank и 4G модем с возможностью раздачи инета через Wi-Fi. Я своим модемом не смог усадить Powerbank с емкостью 20 тысяч мАч, даже за неделю. Такое ощущение, что модем может работать бесконечно. Сколько по времени он проработает, я так и не выяснил, так как тратил энергию от Powerbank на другие цели.
Я думаю, что чистого времени больше суток проработал точно. Низкое напряжение – это не только про автономность, это еще и про мобильность и про безопасность. Так, если речь идет про помещение типа погреба, то туда нежелательно проводить 230 вольт. Тем более, что современные возможности позволяют это сделать без особого труда. Если говорить про любителей путешествовать или совершать вылазки, то данной категории людей это также подойдет. Быстрая зарядка, новые протоколы – все это изменило подход к питанию от USB. И теперь через простой порт Type-C можно питать не только телефон, но и лампу, вентилятор, монитор и даже компьютер. Бурное развитие аккумуляторов привело к тому, что их цена и размер уменьшаются, а безопасность, надежность и емкость растут. Кстати, относительно надежности, аккумулятор моего смартфона, которому уже 3 года, уже не держал заряд как прежде. Я думаю, что его емкость упала раза в 2. При этом я заряжал его около 500 раз за эти 3 года. Аккумулятор был заменен на новый, и автономность вновь возросла. Жаль, что туда нельзя также поставить литий-ферромфосфатные аккумуляторы, которые не за горами и в телефонах. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!